Девы, приветствую вас! Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами посмотрим ваш таро-прогноз на декабрь 2024 года. Оценим, какие события вас ожидают, что может отыграться, в каком ключе для вас пройти. То есть в целом, что удивить, что порадовать, что обязательно вас зацепит эмоционально. Итак, настраивайтесь на расклад, а мы с вами приступим. Основные энергии. Работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Арканы перед вами, поэтому давайте с вами приступим. Итак, основные энергии. Паж монет. Паж монет – это аркан обучения, карта нового опыта, новых возможностей, взаимодействия, новых навыков. Взаимодействия, то есть кто-то для себя может найти учителя, наставника, тренера. Кто-то может обучать и преподавать сам. То есть вы можете набрать себе студентов или людей, которых будете обучать. В любом случае у вас под дну колоды здесь двойка жезлов. Это ситуация, когда вы для себя ищете какую-то альтернативу. Как вариант знания, который вы впоследствии также будете монетизировать и которые для вас будут оплотом стабильности. Сам по себе аркан еще может указывать на ваше вложение и временные, и финансовые в развитие ваших детей, то есть новые кружки, секции, новые педагоги, может быть, новая школа. Все для того, чтобы развивать ваших чад и дать им какое-то стабильное будущее. Мы раскроем этот аркан, и здесь по восьмерке монет это все, что касается развития вашей работы, или кто-то будет обретать новую работу. И тогда, как следствие, для вас это будет ситуация стажировки. Посмотрим в целом энергию на этот месяц. Что вас ожидает в плане карьеры. И по семерке монет это все-таки как ситуация ожидания плодов и результатов своего труда. То есть кто-то может готовиться к вопросам перемен, повышения по службе, в новом году, в новом месяце. То есть, знаете, как готовиться к каким-то кардинальным переменам. То есть выжидать, когда же вы получите уже результат. То есть, иными словами, здесь не будет каких-то кардинальных для вас перемен, ситуаций, траблов. Мы, конечно, сейчас это проанализируем. Посмотрим в первую очередь для тех, кто сейчас не работает. И здесь по аркану маг это ситуация, когда есть мотив, есть желание и стремление работать на самих себя с целью обрести какую-то ситуацию защиты, безопасности, потому что девятка жезлов – это тот момент, когда вы ощущаете себя стабильно благодаря дополнительным источникам дохода. Поэтому можете здесь осваивать новые знания, новые предметы, новые направления, которые позволят вам зарабатывать. Если у вас уже есть опыт, который вы длительный период вынашивали, допустим, быть репетитором, наставником или обучать чему-то, у вас есть чем поделиться с социумом, то вы вполне можете, открыть обучающий канал или записать курсы, или, может быть, написать какую-то книгу, где поделитесь вашим опытом. То есть это все идет вам в плюс. Для тех же, кто у нас является соискателем, чем вас порадует этот месяц? По Солнцу. Семерка монет и Солнце – это ситуация, когда вам уже заявили о том, что да, вас берут на работу, но ситуация какого плана здесь складывается? Могут озвучить о том, что именно официальные документы подпишут, например, с января. То есть декабрь придется, допустим, подождать или каким-то образом готовить пакет документов. Но по Солнцу это уже сама по себе ситуация радости. Опять же, видите, у вас такое предпраздничное настроение, отдых, подготовка к новому жизненному циклу. В положительном ключе может отыграться еще для тех, кто у нас работает сам на себя. То есть, допустим, вы решили что-то свое открыть, свое начать. Вот тогда это тот момент, когда вы сможете себя проявить. В особенности, если вы делаете что-то handmade. Может быть, на заказ какие-то украшения или товары для дома, то они будут у вас в спросе. Для тех же, кто у нас является наемным сотрудником. У вас семерка монет и аркан колесница. То есть ожидание продвижения вперед, новых возможностей. У кого-то может быть ожидание перехода в новый филиал, в новый офис. То есть, знаете, как перемещение, могу сказать, в рамках одной организации предприятия. У некоторых может быть проплаченный не отпуск, а больше, знаете, ситуация, когда вы и обучаетесь, и отдыхаете, какие-то семинары от компании, и, как следствие, вы можете ожидать, когда же состоится желаемое.
Если вы работаете сами на себя, 7 монет и 6 жезлов. Карта победы, карта успеха, достижения новых целей. То есть вот декабрь вас порадует этими подарками судьбы, этой отдачей, вот этой вот, ну не то чтобы неожиданностью, но то есть все ваши усилия, которые вы прикладывали, декабрь-январь будете получать плодотворный результат. Финансовая сторона вопроса, 9 чаш. Ну что здесь желать больше и лучше, потому что это карта счастья, радости, полноты жизни, карта подарков судьбы. Когда вы являетесь баловнем, то есть вас могут и поддерживать финансово, дарить дорогостоящие подарки. Плюс в целом здесь идет активный приток денег. Опять же, тратить будете на удовольствие. Ну, само по себе положение дел более чем замечательное. Здоровье. По здоровью 2 монет. А вот здесь имеет смысл обратить внимание на вопросы, связанные с почками, в особенности для тех, у кого это в хронике, потому что могут дать о себе знать. Но и что такое 2 монет? Ну, это в большей степени переменчивое настроение. То есть может быть то упадок сил, то наоборот прилив и подъем, поэтому здесь внимательно прислушивайтесь к своему организму. Вопросы личной жизни. 7 мечей. А вот здесь будем смотреть и раскрывать, как для каждого из вас будет отзываться, откликаться данный аркан. Для тех, кто у нас на данном этапе свободен. Как здесь прозвучит? Туз монет и 7 мечей. Очень такая интересная ситуация, тем более одной колоды аркан Дурак. Отыграется она для некоторых из вас по-разному. Первое. У кого-то на повестке дня может появиться желание краденого счастья, то есть у кого-то увести из-под носа, потому что дурак – это новый человек, туз монет – новый шанс, а 7 мечей видите сами. Да? То есть как бы нет здесь смысла объяснять что-то более детально. И второй аспект – это когда кто-то пойдет в союз или в отношения с вами, скрывая тот факт, что человек не свободен. Поэтому присматривайтесь, анализируйте, чтобы вы потом не сожалели там о потраченном времени. Если вы у нас состоите в адюльтерах, как для вас отозвется, отыграется эта информация? 7 мечей и рыцарь мечей. Ситуация, когда могут быть конфликты, напряженность, выяснение взаимоотношений и, как следствие, завершение союза. По какой причине? Потому что все то, что вам обещали, оказалось ложью, фальшью, обманом. Ситуация, когда вас водили за нос. И вы можете для себя понять и осознать, что нет смысла оставаться в таковом партнерстве. Имеет вообще смысл, цель, желание начать свою жизнь с чистого листа. Тем более декабрь, он как завершающий месяц, отсекает все ненужное, а в январь уже, знаете, как идти с новыми энергиями. И если вы у нас в стабильном партнерстве, здесь 7 мечей и 8 чаш. Как она может прозвучать? Для некоторых, к сожалению, не исключен факт обмана, измен. То есть я говорю честно, как есть, тем более здесь дно колоды у нас идет рыцарь чаш. Причем эта ситуация может быть в обе стороны. То есть как у вас может появиться новое увлечение, так и, допустим, у вашего партнера и партнерши. Второй момент – это просто какая-то сокрытая информация, но которая для вас является важной, значимой. Когда партнер или партнерша в чем-то лгали по мелочам или скрывали какой-то факт. Сейчас эта информация может открыться, вылезти наружу, да, и человек будет всячески пытаться с вами примириться. Но стоит ли это делать, вы, безусловно, решаете сами. Почему? Потому что, раскрывая здесь ситуацию, Верховная Жрица говорит о том, что есть риск того, что эта ситуация повторится и еще не раз. Так, по совету от карт. Паж мечей. Анализирую. И действуй или разделяй и властвуй. Потому что это аркан сбора, обработки информации, аналитики, ситуацию, когда вы отделяете зерна от плевел, пытаетесь сопоставить, что соответствует действительности, что нет. Или пытаетесь докопаться до сути происходящего. Или того, что вас тревожит. То есть, грубо говоря, обезопасить себя какими-то аргументами, фактами, доводами, то, на что вы можете опереться. И оценим с вами неожиданность месяца. Мыши, плетки, букет и карта якоря.
Итак, для кого-то это склоки, выяснение взаимоотношений. Есть вопросы зависти по причине неожиданного подарка судьбы, потому что для кого-то это будут аспекты продвижения по карьерной лестнице, так как дно колоды у нас якорь. И второй момент – это ситуация, когда у кого-то может появиться, не то что появиться, вы можете узнать о том, что уже длительный период есть увлечение на стороне. Ну и как следствие это тоже может вызывать какие-то склоки, непонимание, ну и, конечно же, выяснение взаимоотношений. А вообще мыши, плетки, аркан, букет – это ситуация, когда нужно проговорить какие-то обиды или решить эти конфликтные ситуации и забыть о них. То есть, знаете, как вымести ссоры из избы. Не с позиции всем озвучить то, что у вас происходит, а избавиться от того, что для вас накипело, наболело или является отягощающим фактором. Потому что по букету это как раз свести или очистить свою жизнь от ненужного. Вот такая информация, вот такие энергии. Я закрываю вам все только в положительном ключе. Вы, пожалуйста, по прошествии периода напишите, дайте знать, как отыгралась, отозвалась для вас эта информация и какие перемены произошли. Буду признательна за энергообмен. С вами не прощаюсь. До новых встреч.